Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет про салон. В принципе, дополнение прошлого видео. Плейлист по нему я оставлю, где была покрашена крыша. Убрали жуки на кромке лобового стекла, перекрасили крышу, все было в прошлом видео. И сегодня мы поговорим про потолок. Я говорил, что будет отдельное видео про переклейку потолка. Провисает потолок. Ну, еще вот только в начале здесь вот держится все хорошо, но здесь вот провисает. Ну и еще два в одном. Решим проблему. Подклеим потолок еще. Вот здесь нормально. Вот здесь вот. Потолок начал отклеиваться, это замечал сначала, примерно в мою ладонь была площадь отклейки, потом потиху оно больше и больше увеличивалось и начало отклеиваться. Я особо не заморачивался на этот момент, там примерно 1,5 года назад. В мою ладонь это еще так терпимо было, мне не нравилось, старался не смотреть, но было терпимо. Потом началось уже увеличиваться. И плюс я решил, вот как в прошлом видео, опять же повторяюсь, убрать эти жуки, чтобы потом не было болгарочно-сварочных работ на кромках лобового и стекла крышки багажника, чтобы потом не восстанавливать эти кромки. Думаю, неизвестно, что там творится, но нужно сделать и заодно и потолок перешить. Во, клиент попался, не дает потолок нормально снять. Сам пришел и дергает. Что? Заснимаешь? Шо, конечно. Ну все, пошли сняли. Во, накладку вот эту снял. То прибежал с другой стороны машины, говорит, не сломал, не сломал. Во, как любит свой посад. Конечно, это нервный процесс, ювелирная работа, очень запаривает, боишься что-то сломать, чтобы все нормально, качественно было. Но разобрали мы с Серегой потолок, и сначала, честно говоря, я пытался так сэкономить, продешевить, чтобы меньшими затратами из этого положения выйти, а именно подклеить именно ткань к старому поролону, может быть, она примкнет и будет все в порядке. Но такой хитрый ход не прошел, я старался это сделать, но, блин, клей, по сути, рвал уже этот старый дряхлый поролон уже основательно. Короче, содрали мы всю ткань нахрен и зачистили весь потолок. Кто будет этим заниматься, вам и растворитель в этом плане поможет содрать весь старый поролон. Продолжение следует.
И насчет поклейки, я говорил в прошлом видео, ушло 120 рублей. То есть на ткань, там 2,40, по-моему, я покупал, или 2,40, по-моему, длиной ткани. А ширина его, по-моему, 1,5 метра. По-моему, да, 1,5 на 2,40. 70 рублей плюс 2 баллона клея. Это на тот момент было 43-44 доллара, вот так примерно по курсу. Ну, конечно, ничего хитрого. Мы начали с Серегой клеить. И начинайте всегда сзади, потому что где здесь уже эти козырьки, где вот эти все горбы, неровности, это очень тяжело. Начинать нужно с задней части, где более-менее все ровно, и идти наперед, а потом уже химичить спереди. И насчет клея, мне повезло, я обратился к человеку, которому мне лишь бы продать, он 15 лет занимается тканями, поклейками от салонов, потолков, тканей, клея, он говорит, тебе первый раз лучше тебе баллон. Ну, тут можно и баллон использовать, и кистевой. Я решил не рисковать, думаю, человеку виднее, я действительно первый раз клею, Серега тоже в первый раз, так что не судите строго нас, это наш дебют был. Я взял действительно вот... клей в баллоне, но клей в баллоне тоже бывает разный, ребят, потому что есть такое, знаете, как пырскаешь, ну, как вода, как капельки воды капают с него. Это не такой крутой клей в плане качества поклейки, потому что вот именно этими точками будут приклеить, куда вы напшикали, и, скажем так, не такая сила удерживания ткани на поверхности, вот так, если правильно сказать. Здесь был клей такой... Он качественный, порекомендовал мне, и я взял 2 баллона. Как раз на универсал нужно 2 баллона. На седан в теории может хватить и одного, но лучше все же 2 брать. Вот 2 баллона, кстати, и ушло. Ткань 1,50 м на 2,40 я взял, и 2 баллона клея, пол-литровых, то есть литр клея. А здесь клей был именно, знаете, как... вроде как пена и паутина такая, знаете, как кто смотрел там Человек-паук, как у него из руки эта паутина стреляет. То же самое, такой же цвет похожий, и тоже как паутина стреляет. Так вот именно другой с баллона клей, где вода капельками капает, именно в то место, где вы... Ну, накапали, такая струйка тоненькая идет, знаете, как жидкий ключ, как... не знаю, дезик, что-нибудь такое, в одну поверхность. Здесь нажимаешь, и такой прикольный эффект, она выстреливает, ну, примерно сантиметров 20-30 разлетается, и в полете, ну, то есть большую площадь охватывает. И нету такого... Риск минимален, что вы перельете этот клей, он пропитается насквозь, и у вас будут точки на поверхности. Это будет, ну, мерзко смотреться. А вот с таким клеем, где, грубо говоря, вода льется, вы можете пропечатать насквозь, потом приклеите, прижмете, и где-то у вас будут эти отпечатки, эти точки насквозь. То есть, блин, будут безобразно. Вот, поклеили, установили. Установка тоже была нервная, потому что это очень тяжело и мородный... Можно, конечно, вместо 5 клипс, там 2 клипсы останется, или там 3, все. Но хотелось все качественно, хорошо собрать, и это очень нервный процесс, потому что, ну, хочется сделать все качественно и хорошо. Ну, слава богу, получилось, все нормально, результатом я доволен. Ну что, ребят, пользуясь случаем, хочу показать вам потолок. Уже конец мая, скоро 1 июня. Мы приехали вообще масло в буханке менять. Помните буханку? Снова решили мы погонять, подготовить машину к лету. Я решил сразу вам потолок показать. Почему не сразу? Потому что найдутся умники,
ой, что вы поклеили, через месяц, через неделю все отклеится нахрен. Уже прошло 1,5 месяца, даже чуть больше. Вот нравится мне этот потолок. Все красиво получилось, шикарно, мне очень нравится. Ну, для первого раза неплохо. Мы с Серегой не профессионалы, где-то вот все равно можно заметить, что может где-то чуть воздух попал, но так все красиво разглажено, классно получилось. Особенно нравится это, конечно, в цвет мы вписались очень хорошо. Вот это больше всего нравится. Ну, конечно, цвет отличается, здесь такой более бежевый, а здесь такой бело-серый цвет, но максимально не сыграны. Между собой сочетание есть. Все гармонирует, все красиво, все приятно и хорошо. Я никого здесь не учу, как правильно, как нужно делать. Я рассказываю, ну, такое лайв-видео, не обучающее. Именно как все вышло, сама ситуация. Мы с Серегой не профессионал, это был наш дебют. Еще раз повторю для тех, кто любит в комментах что-либо написать, у кого, ну, может, самооценка не все в порядке, или жизнь не радует, солнце долбанный фонарь, там, и так далее, хочет свое эго потешить, облить кого-то грязью. И, может быть, таким людям живется лучше. Я так, бывает, тоже удивляюсь, когда комменты листаю, но таких людей опускаться, начинают с другими спорить. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что я сделал так. Может, кому-то лучше кистевой клей, в каком-то плане он реально безопасен. Вы можете промазать всю поверхность полностью. Где-то здесь вы можете с баллона не угадать. Что-то, какое-то воздушное пространство останется. Не все вы покроете. Кистевой может быть лучше в каком-то плане, да, я не спорю. Так что, кто этим профессионально занимается и смотрит это видео, пишите в комментах, может, кому-то мы поможем. В целом я доволен результатом, ничего плохого здесь нет. Возможно, я потом переклею, дам профессионалам, чтобы переклеили, но, честно говоря, мне понравился результат, я им удовлетворен, я рад ему. И меня, самое главное, не раздражает вот этот провисший потолок, этого нету. Самое главное. И нет вот этих вот пятен конкретных, что вот где-то там уже, знаете, следы от руки, что прижимали прям. А, кстати, насчет прижима, лучше используйте валик. Я купил валик, я валиком раскатывал. Ну и когда будете клеить, кто будет руками, то хотя бы наденьте салфановые перчатки, чтобы все равно ткань можно испачкать в раз. А все же это потолок. И потом тяжело отмыть, если переборщить, он снова отклеится. Ну что, краткий отзыв. Прошло 4 месяца с тех пор, как Серега покрасил крышу. За что ему огромное спасибо, претензий нет, все ништяк, не облезло, ничего. Для тех хейтеров, которые будут что-то вякать в комментах, все с машиной отлично, потолок перешитый тоже радует. Все красиво, все нарядно. Катаемся, наслаждаемся, все хорошо. Спасибо Сереге, спасибо вам за то, что смотрите. Все вот как-то так. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Счастливо, ребят!